Привет, друзья! Добро пожаловать в мою лабораторию. Я компьютерный мастер и ремонтирую ноутбуки, стационарные ПК, компьютеры All-in-One, ну, разные другие компьютеры. Включаем свет. Включаем мозганчик, кондиционер. Это чтобы мозги хорошо работали. Все-таки жарко на улице. Тут я работаю. Смотрите. Короче, здесь, если кто еще не заметил, что это за компьютер, может быть, вы еще даже такое не встречали. Значит, какая тут проблема? Тут проблема с конденсаторами на материнской плате. Из этого компьютер не включается. Вы поняли, да, что за компьютер? Это Pentium 3. Это Pentium 3, ребята, вы представляете? Память SDRAM. Это мне принесли в ремонт в 2024 году. Вы представляете себе это? И человек, он готов за него заплатить в районе $100. Почему? А потому что тут есть такая карта для станков CNC. Вот такая вот карта здесь есть. И без этого компьютера его компания просто не может функционировать. Поэтому он принес мне этот компьютер в ремонт. Дорогие друзья, обратите внимание, что это за компьютер. Смотрите, здесь, почему мне вообще этот компьютер принесли в ремонт? Потому что сгорел вот этот компонент, который я уже заменил. Но после этого компьютер так и не включился. Почему я думаю, что не включился? Потому что вздулись вот эти два конденсатора. Видите? Вот эти два конденсатора вздулись. И сегодня я их буду заменять. Разбираем. Да, ребята, давно я не получал в ремонт таких компьютеров. Очень много лет. Pentium 3, вы представляете? Это уже в музее, наверное, такие компьютеры сейчас. Не знаю, если можно в музее даже такой найти. Очень древняя просто вещь. Так, давайте демонтируем, открутим вот этот. Разберем этот картиз. Так, винтик упал. Как всегда у меня винтики падают. Так. Так. Картиз ASA. Очень старый картиз. Такого я картиза уже давно не видел. Не были случаи, лет года 3-4 года назад приносили мне что-то подобное. Дело все в том, что зачем им чинить этот компьютер, потому что эта карта, она не будет работать на современных материнских платах. Поэтому поэтому клиент очень хочет, чтобы я отремонтировал Pentium 3.
Здесь есть такой слот. ASA, кажется, или... Я уже не помню, или LG, или ASA. Кажется, ASA. Я уже не помню. Напишите в комментариях, кто помнит, как называется этот слот. Ну, сейчас буду разбирать его дальше. Так, давайте берем мою любимую отвертку. Берем мою любимую отвертку и разбираем. Так. Так. Отключаем все кнопки и LED. Разбираем винт. Так, все, открутил я или не открутил. Давайте посмотрим. Вроде бы все. Снимаем. Вау, какое древнее. Какая древняя вещь. Только посмотрите вообще. Ну что, будем сейчас менять вот эти два конденсатора. Смотрите, как они сильно вздулись. Но я их сейчас заменю. Я думаю, такие у меня есть. Интересно, какие-то. Давайте посмотрим. Это у нас... Это у нас какой... Так, нет, тут не видно. Что здесь? Вот оно. 1500 UF, 16 вольт. Ну что, выпаиваем. Один уже отпаяли, следующий. И второй отпаяли. Все. Вот и все. Друзья, вот я и нашел конденсаторы на донорской плате. Смотрите, отлично выглядят и абсолютно то, что нужно. Вот видите, здесь написано 1516 вольт. Все, сейчас я их буду отпаивать и запаивать на нашу плату, которую нужно починить. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем.
Посмотрите, друзья, что мы сейчас будем делать. Ага, мы будем проверять, насколько исправны наши конденсаторы, что мы сняли. Так. Так, немножечко. Так, а почему не работает? Да, понятно. Любовь еще быть может. Значит, что мы делаем? Мы один крокодильчик ставим на минус, а другой крокодильчик ставим на плюс. И смотрим, что у нас из этого получится. Range. Вот, друзья, смотрите, он показывает, сколько здесь МФ. 1800 у него даже есть. Отлично. 1800 UF. Берем следующий. И делаем то же самое. Проверяем. Один крокодильчик на минус, другой крокодильчик на плюс. Идеально. Все. Здесь у нас минус, а здесь плюс. На конденсаторе тоже есть эти обозначения. Вот минус, а вот плюс. Та-та-та-тайрам, тараратам, та-тайра-таратам. Yesterday, all my troubles seem so far away. There's the old man called Mississippi. That's the old man that I want to be. Если кто знает, кто такой Пол Робсон, пишите в комментариях. Кто не знает, все равно пишите. Короче, Пол Робсон — это очень был популярный в свое время певец, чернокожий певец, американец, который пел такие песни красивые очень. У него был низкий красивый бас, и он эти песни пел. Я тоже решил эти песни учить. И они очень подходят к моему голосу. Представляете, ребят, Pentium 3. Ну вообще. У меня в ремонте Pentium 3, только подумайте. Если кто не помнит, как выглядела эта память, помните, друзья? У памяти SDRAM было два таких выреза.
Ну, сколько тут гигабайт, интересно? «256 мегабайт». Правильно я сказал? Может быть. 256 мегабайт? Вот это старье, а, ребят? Ну вообще, я уже забыл, когда такие были. Да. Ну хорошо, контакты я уже почистил этой памяти, поэтому чистить их не нужно. Просто подключаем. И проверим сейчас этот компьютер, будет ли он работать. Будет ли он работать? There's the old man that wants to be. What does he carry the words of trouble? What does he care? Is the lane ain't free? Так. Дорогие друзья, самый ответственный момент. Включится ли наш компьютер или нет? Включится ли Pentium 3 или не включится? Друзья, вы представляете? Pentium 3 заработал! Какой процессор там? Intel Celeron. 700 МГц. Память оперативная 256 мегабайт. Вот такие дела, друзья. Ну все, собираем компьютер и проверяем его. Проверяем, как он работает. Так. Разбираем, друзья. Эта коробочка нам уже не нужна. Кто узнал корпус старого типа? Да. Что это такое? В корпусе лежал какой-то пенопласт. Так, тут немножко грязно. Надо его почистить. Надо его немножко почистить. There's the old man called the Mississippi. That's the old man that wants to be. What does he care if a words got troubles? What does he care? Evelyn. Так, ключ. And three. Сейчас выйду за дверь, немножко почищу его, продую вот этой вот штукой. Вот этой вот. There's the old man that wants to be. What does he care if the words
Так. Сейчас почищу от пыли плату. Так, вот не знаю, термопасту менять или не менять. Что скажете? Давайте поменяем. Как давно я не открывал этот сокет. Не снимал этот вентилятор. Сколько лет? Ну что? Рецепт. Оба. Что это такое? Кошмар. Sweet river line is on Notre Dame. Вы представляете, друзья? Термопаста сухая. Хорошо, что я ее решил заменить. О, грязюка какая-то вообще. Кошмар. Кошмар. Сколько лет они не меняли там термопасту, а? Вы представляете, этот компьютер до сих пор работал столько лет, без всяких проблем. Ну вообще. Хорошо делали раньше компьютеры. Сейчас это вылетает за несколько лет и все, полетела материнка. А раньше... Когда появился Pentium 3, кто помнит? Я что-то подзабыл, честно говоря, когда он появился. Пишите в комментариях, может быть, кто помнит. Я могу потом погуглить немножко. Я уже, честно говоря, про это я уже забыл. Ну, скажем, 2000 год. Нет. Или раньше. Раньше 2000, правильно? 97-й, может быть. Нет, нет. В 97-м был Pentium 1, я точно помню. Первый мой компьютер был в 97 году. Pentium 1, 133 МГц. Памяти там было, кажется, 16 мегабайт оперативки. Жесткий диск у меня был 2 гигабайта. А это Pentium 3. Наверное, все-таки это скорее всего 99-й год. Что-то такое. Я так думаю. Что скажете, ребят? Пишите в комментариях. Так. Чистим хорошенько спиртом все это дело, потому что оно очень-очень-очень старое все. Ель вообще не смывается даже. Термопаста. Смотрите. Вот я ее тру. Она не снимается. Я ее тру. Видите, друзья, она не снимается. Спирт хороший. 98%. Хочет сниматься. О, вот, отлично. Вау, все, отлично. Отлично. Просто идеально. Я никогда не думал, честно говоря, что я когда-нибудь буду такое чинить. Я вам уже объяснил, почему я это чиню, вот из-за этой карты. У нее слот, вот этот слот старый, кажется, LGA или
Как он там назывался раньше, уже не помню. Кто помнит, пишите в комментариях. ISA, может быть. Что такое? Короче, вот такой картиз. Длинный, большой. Вот с такими выходами. Ну все. Очистился процессор. Отлично. Сейчас буду ставить. Давайте его, знаете, что немножечко снимем. Его, наверное, ни разу никогда не снимал никто. Грязь. Тоже здесь грязь. Сейчас почищу. Смотрите, как интересно делали раньше на материнках. Видите, что это такое? Знаете, что это такое? Это градусник. Термопара, который меряет температуру процессора. Интересно, да? Я думаю, что это оно. А что еще это может быть? Ну-ка, поближе, чтобы вы хорошо видели, что вы об этом скажете. Что это такое? Вот что это такое, друзья? Термопара, скорее всего. Окей. Ставим процессор на место. Контакты, почистить его тоже можно, но я думаю, в этом случае нет необходимости. Знаете, я спиртом их все-таки почищу. Так, щеточку можно пройтись. Вот и все. Устанавливаем. Устанавливаем. Берем термопасту. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, очнитесь. Друзья, смотрите. Я это делаю перчаткой просто. Беру пальцем и размазываю. Так. Ну, однажды, капитан, было в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, сомневался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел.
Он мрачнел, он худел, но никто его по-дружески, ну так и не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ну что, пойдем устанавливать. Капитан, потянитесь. Опа. Только смелых покоряются моря. Просто телефон разряжается, поэтому я подключил его к питанию. Ну что, закручиваем все винтики обратно. Все прикручиваем назад, как оно было. Также, друзья, я обнаружил, что вентилятор блока питания не вращается. Сейчас заменю или смажу. Или вообще блок питания могу заменить, в принципе. Так. Так, винтики я открутил. Открываем. Друзья, смотрите, что тут. Смотрите, что здесь происходит. Вздутые конденсаторы. Это вздутый. Это вздутый тоже. И это тоже. Тоже вздутый. Ну, менять их, конечно же, не буду. Я просто поменяю блок питания. Это того не стоит просто. Смотрите, что я тут сделал. Тут, видите, не залезал он у меня. Новый блок питания не залезал в эту рамку, которая от этого компьютера, от этого кейса. Что я сделал? Я просто открутил у этого черного коннектора, открутил два винта, и эти пластины просто под этот пластик как бы вдел и закрутил. И все. Все нормально теперь. Значит, что нужно сейчас нам сделать? Подключаем все.
Так. Это коннектор нам здесь не нужен, потому что это Pentium 3. Так. Опа. Вот так оно подключается. Что касается этих кабелей, я потом проверю еще их. Подключаем видеокарту. Закручиваем винтик. Какая она грязная, пойду почищу немножко. Контакты я почистил. Саму карту почистил тоже. Почистим слот немножечко. Вставляем. Очень старая, очень-очень. Древняя просто. Закручиваем винт. Отлично, все крепко. Так, провода, чтобы не попадали в вентилятор процессора, надо так сделать. Теперь жесткий диск на 160 гигабайт. Почему-то он был просто брошен, просто валялся, не прикрученный. А мы его сейчас прикрутим. Мы его прикрутим обязательно. Так, я немножечко вот такого подключил тогда. Сейчас подключу еще раз. Включаем. Работает. Все, ресет работает. Power switch работает. А нет, Power switch не работает. Сейчас Power switch пробуем. Проверяем батарейку. 380 милливольт. Не, батарейка плохая, надо ее поменять. Вот и все. Батарейка должна быть 3,3 вольта.
все. Друзья, компьютер включается, все работает, диск определяется. Давайте только сделаем, чтобы это... Настроим ему время. Ну, время ладно. Ну, желательно время настроить. Там была неисправна кнопка питания. Я разобрал вот эту крышку переднюю. Грязная. И сейчас я вам покажу, что с ней. Кнопочка. Вроде бы все цело здесь. И работает она тоже неплохо. Так, что же с ней такое не так? Сейчас вы увидите. Просто порванный кабель. Сейчас запаяю. Ну вот и запаял. Вот, друзья, теперь чисто. Проверяем. Заработало. Так, у этого компьютера еще полетел жесткий диск. Я откопал у себя такой старый диск, не знаю, где я его нашел. Вот сейчас буду проверять дальше, что там. Проверять их исправность сначала, а потом, если другой диск исправен, то буду данные перекачивать на другой диск. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал.